Появление и начало массированного применения в зоне СВО на Украине дронов «Камикадзе» различных типов кардинально изменило картину происходящего на поле боя, где теперь вместо танковых атак штурмовикам приходится просачиваться через зону смерти малыми тактическими группами. В реалиях СВО танки используются в основном поодиночке в качестве эрзац-САУ для стрельбы из закрытых огневых точек. Попытки ходить в атаке колоннами, как правило, ничем хорошим не заканчивались, поскольку они либо расстреливались артиллерией и ПТРК, либо уничтожались десятками ФПФ-дронов. В связи с этим не раз и не два возникал справедливый вопрос, вернется ли тяжелая бронетехника на передовую, и если да, то когда это может произойти. Вероятно, по-настоящему массово это произойдет только после решения проблемы беспилотной ударной авиации путем создания автоматизированной самоходной антидронной зенитки. А пока речь можно вести только о том, как сохранить уже имеющуюся в войсках бронетехнику. Для того, чтобы повысить выживаемость своих танков, российским военным пришлось колхозить, оснащая их самодельными мангалами, защищающими слабо бронированную верхнюю часть корпуса от джавелинов и ФПФ-дронов стальной решеткой. Эффективно работающих комплексов активной защиты почему-то к началу СВО на них не оказалось. Сначала над этим за рубежом весело смеялись, но потеряв в ходе операции в секторе Газа множество меркав от примитивных палестинских дронов-сбросников, мангалы над ними наварили даже пафосные израильтяне, и не только они, о чем будет подробнее сказано далее. Следующим этапом эволюции танковой защиты, внешне выглядящей как деградация в стиле постапокалипсиса, стало оснащение их дополнительными обвесами, превращающими их в подобие самоходного амбара. Смех смехом, но такой кустарно сделанный царь-мангал реально позволял выдержать прямое попадание ни одного десятка дронов «Камикадзе». Помимо этого, размещение под дополнительной навесной эрзац с броней комплексов РЭП позволяло снизить эффективность применения противником FPV-дронов, управляемых не по оптоволокну. Получается, что в эпоху господства над полем боя малой беспилотной авиации оснащение бронетехники по штату дополнительной внешней защиты является безальтернативным решением. Или все-таки есть иные варианты? Крайне полезно будет посмотреть, как начали с учетом опыта СВО модернизировать свои тяжелые танки американские партнеры. На их хваленые «Абрамсы» в Киеве возлагали завышенные ожидания, однако они не оправдались, и почти все они, переданные в ВСУ, уже потеряны. Почему же так получилось? Потому что «Абрамсы» и другие тяжелые танки натовского образца создавались под реалии холодной войны, что обусловило все их тактические преимущества и конструктивные недостатки, проявившиеся в боях на Донбассе и в Приазовье. С одной стороны, они обладают очень мощной лобовой броней, защищающей их при лобовой атаке. Но сверху и боков, и сзади она более тонкая и не может выдержать попадание FPV-дрона или ланцета. С другой стороны, в ходе прошедших многочисленных модернизаций «Абрамс» очень сильно потяжелел. Его масса выросла с 54 тонн до почти 70. И это стало настоящей проблемой для необходимости ведения боевых действий на украинских черноземах. Помимо рисков увязнуть, головной боли добавляют проблемы с перевозкой столь тяжелой бронемашины воздушным и железнодорожным путем, а также с обеспечением в полевых условиях топливом их газотурбинных установок. Не мудрено, что уже в 2023 году Пентагон заказал компании General Dynamics Land Systems еще одну модернизацию «Абрамса» под реалии СВО, о чем рассказал заместитель министра армии США Гейб Камарилло. По сути, мы собираемся инвестировать ресурсы в исследования и разработки нового модернизированного «Абрамс». Итак, что же это за нововведение? Если суммировать имеющуюся в открытом доступе информацию, то получится следующая картина. Во-первых, должен произойти отказ от газотурбинной силовой установки в пользу гибридной дизель-электрической, что повлечет за собой упрощение ее технологического обслуживания и логистики. Во-вторых, на «Абрамсе» следующего поколения уже не будет танкиста заряжающего, которого должен заменить автомат заряжания. В-третьих, американский танк получит израильский комплекс активной защиты «Трофи», адаптированный для борьбы с БПЛА. В-четвертых, для снижения видимости в инфракрасном диапазоне «Абрамс» получит спецпокрытие Signature Management, являющийся функциональным аналогом российской накидки. В-пятых, куда же без штатного мангала, названного в США Top Attack Protection или TAP.
Получается, что тяжелый газотурбинный «Абрамс» приближается к основному российскому боевому танку Т-90. Ну что ж, посмотрим, что получится у американцев. Но самое главное, чтобы получилось у нас. Наши танки тоже ждут очень большие модернизации, о чем мы говорили буквально вчера. Еще одна интересная новость уже от китайцев. Авианосец Фуцзянь. Китай показал США свои морские мускулы. Гигантский, как плавучий город, новый китайский авианосец Фуцзянь введен в эксплуатацию. Этот гигант оснащен передовыми электромагнитными катапультами EMALS. Технология доступна лишь немногим странам, включая США. Такие катапульты способны запускать самолеты быстрее и с большей нагрузкой, значительно расширяя операционные возможности авиагруппы. А уже сейчас известно, что Китай начал строить еще один, возможно, даже более совершенный авианосец. Таким образом, США имеет 11 авианосцев против 3 у Китая. Американские авианосцы используют ядерную силовую установку, обеспечивающую практически неограниченный радиус действия, в то время как китайские авианосцы работают на традиционном топливе. По всем направлениям Китай сокращает отставание от Запада, подчеркивает оборонный аналитик Томас Харт в статье для Defense News. Они не просто вводят в строй больше авианосцев, они увеличивают количество атомных подводных лодок, крупных эсминцев, и каждый из этих кораблей несет все больше и больше ракет. Действительно, темпы, с которыми китайские верфи выпускают новые военные корабли, поражает воображение. Способность строить несколько авианосцев одновременно наряду с другими современными судами оставляет США далеко позади по скорости обновления ВМФ. И ведь новый авианосец Фуцзянь – лишь верхушка айсберга. Китай не упускает возможности продемонстрировать другие свои военные достижения. Недавно в интернет как бы случайно утекло видео испытательных полетов перспективного самолета дальнего радиолокационного обнаружения ДРЛО KJ-600, а также совместные полеты истребителей J-35 и J-15T. Эти самолеты наряду с гиперзвуковыми планерами, летающими и плавающими беспилотниками, а также системами РЭП были эффектно продемонстрированы на параде в честь Дня Победы во Второй мировой войне в начале сентября. Тогда свидетелями военной мощи Китая стали гостивший у Си Цзиньпина Владимир Путин и еще 3 десятка лидеров разных стран. Эпоха, когда США доминировали в военной сфере, подходит к концу. Наступает время многополярного мира, где Китай играет все более важную и влиятельную роль. И новый авианосец Фуцзянь – лишь одно из многих свидетельств этого тектонического сдвига в мировой геополитике, говорит эксперт из Сингапура Тан Мэн Кин в интервью Associated Press. Действительно, Китай хочет быть на равных с США, но при этом решает и сугубо прикладные задачи. Усилить влияние в родном регионе Южно-Китайского моря, где Китай имеет территориальные споры с несколькими странами. Defense News пишет, что причудливым образом глобальные и локальные амбиции Китая переплелись в случае с Тайванем. Благодаря новому авианосцу Китай сможет расширить свой стратегический периметр за пределы территории, особенно в районе второй островной гряды. Потенциально это затруднит вмешательство США в случае конфликта вокруг Тайваня. Размещение авианосной группы в этом районе дает Китаю возможность раннего обнаружения и потенциального противодействия военным операциям США, констатирует Defense News. Сейчас Китай активно работает над тем, чтобы устранить отставание от США по некоторым параметрам авианосного флота. В частности, американские авианосцы, особенно класса Ford, крупнее и могут нести больше самолетов. США имеют превосходство в количестве ракетных крейсеров и эсминцев, необходимых для защиты авианосных групп. США лидируют по количеству ячеек вертикальных пусковых установок VLC для ракет. США обладают обширной сетью зарубежных баз, необходимых для пополнения запасов и обеспечения альтернативных аэродромов. Однако прямо сейчас Китай активно работает над расширением своей сети зарубежных баз, подчеркивает Defense News, и разрабатывает ядерную силовую установку для своих будущих авианосцев, которые будут спущены на воду после Фуцзяня. Судя по первым спутниковым снимкам, судоверфи в Даляне уже заложенный авианосец будет крупнее любого американского. Он сможет нести 100 самолетов и вертолетов. Форд несет только 90. Вот такие, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.